Всем привет! Вы на канале Польза.нет Live. Меня зовут Саня, и сегодня вас ждет увлекательнейшее путешествие по возможностям основной фронтальной камеры iPhone 15 Pro Max. Примерно то же самое я делал с Samsung S23 FE. Также снимал свою поездку во Вьетнаме. Phong-Kha, может быть, не совсем правильно называю это дело, но это не важно. Вы просто должны запомнить, что сегодня, как всегда, довольно облачно, слегка туман. И насколько хорошо будет отрабатывать данный смартфон, вы увидите сейчас. В 6:00 выезд. И у меня здесь, кстати, красная точка. Если вы ее будете видеть весь ролик, то это значит, что смартфон снимает неплохо. К сожалению, здесь даже в 4К 60 FPS нет возможности перейти с основного модуля на фронтальный. Необходимы дополнительные программы. Я этого делать не буду. Вот так вы сможете снимать на этот смартфон с одной руки утром. Здесь X5 у нас и X8. 4К 60 FPS. Так бы было, если бы можно было снимать через DJI программку. Вот это через его родную программу Ультраширик, основа, телевик X5, и максимум в X15 можно снимать в 4К 60 FPS. Чтобы вы понимали, по мне это абсолютно бесполезно. X5 еще полезно, потому что телевик снимает неплохо. Как он переключается, вы сейчас видите. Но, как говорится, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи, мой личный телеграм-канал, этот канал. И начнем. Ну разумеется, будут его работать родные микрофоны. В чехле он будет находиться. Это вот единственная запись без чехла. Вот в таком защитном. Смотрим. Ну что же, дальше я еду в такси до автобуса. Ну и, разумеется, вот так сможете себя еще и в такси снимать. Вот он, экскурсионный автобус. Так, если совсем кратко, через 40 минут ожидания я оказался в офисе компании, которая меня отправляла в эту экспедицию. И, в общем, в целом жду автобуса теперь здесь. Уже 7:35. Кратко 8:45. Автобус найден. Ну что, 9:48, первая остановка, фронталка, и микро работает родную по смартфону, не наушники. 4К 60 FPS, к слову, автобус был безумно убогий, но что делать? Ну и время почти 11 часов, то есть получается с 7 утра до 11 часов, 4 часа, хотя ехать здесь час. А все почему? Потому что не судьба. Группа делится на две части. Одна на велосипедах, одна пешком. И, разумеется, пешком. Ультраширик. Вот сейчас все выглядит прям очень интересно. Кратко дают 1 час по билету, чтобы подняться на гору и вернуться обратно. Ну что же, как говорится, виды. Немного основы, немного ультраширика. Разумеется, ультраширик по мне лучше на GoPro использовать. Но здесь, как говорится, кому что. Тем более, по большому счету, для того, чтобы поснимать виды, ультраширик все-таки лучше будет. Если говорить про основу, то можно будет снимать на нее. Гида никакого нет. Кратко, гид поехал на велосипеде кататься, а основную группу отправили не на велике, а пешком на гору за час обратно. Я, кстати, вам сообщу, за какое время я зайду. Не буду особо бежать. Здесь можно покататься, покачаться на качелях. Ну, главное не это. Вы же смотрите, как микро работает. Кстати, микро работает, как говорят, отвратно. Большинство подписчиков с этим я не особо согласен. Но, опять же, я все время использую роды. Сейчас я использую не роды, а родной микрофон. Кстати, вот так телевик, если идти, будет работать. Лучше его не использовать. И, разумеется, лучше сначала заползти наверх, а потом уже все остальное снимать на видео. Правильно? Иначе можно не успеть вернуться. Ну и то же самое место на фронталку. Опять же, довольно удобно, что можно далеко от себя
не оттягивать телефон, как в некоторых смартфонах. Притом, по мне, этим грешит довольно сильно Xiaomi. Но не забываем, что у вас может быть фронталка волшебно отрабатывать, но когда вы зайдете в какой-нибудь Telegram и будете записывать кружочки туда, будет какая-нибудь печаль. Поэтому обращаем внимание на примеры всего и вся и сопоставляем это и соотносим с тем, каким образом вы планируете данное устройство использовать. Правильно? Ну что, как говорится, понеслась. Там, кстати, пещера есть. Но мы сначала пойдем наверх с вами. Тут получается две вершины. Ну, даже если останавливаться постоянно, чтобы сфоткать, 7 минут всего. Ну, технически 8. И снизу забалтись сюда, с того места. И это максимально вяло. Ну, по планированию будьте морально готовы, что народ придет и будет 3 минуты решаться просто сфотографировать одного человека. Так, теперь вот туда. Это телевичок, чтобы вы понимали, где я. Теперь с этой горы максимально. Телевик. Девушка еще там находится. Вид с нее бомбический. Правда, непонятно, что с ним делать. С этим видом. Но вот так. И на фронталку. Тот же вид. Так, я точно не из типов, которые все для контента, но вот здесь, разумеется, нельзя заблуждаться. А вот, разумеется, заблуждает. Вот такой дракон. Вот заблуждает. До конца дракона, мне кажется, что он может отвалиться здесь. И вот так с основного модуля можете снимать. Очень плохо все светит. Я, наверное, сползаю, потому что камни очень скромные. Немного съемки на фронталку, тоже этот дракончик. Тоже народ отсюда убегает. Почему? Потому что здесь, конечно, опасненько. Ну и последний видос на основной модуль. Вот туда лучше не ползать. Там скользко и опасно, тем более дождь еще идет. Дождь начался. Все, 10 минут на спуск. Ультраширик. Движение под дождем. Так, разумеется, снимать нельзя. Две руки должны быть свободны, потому что еще и скользко. И, как говорится, куда без пещер, 4К, 60 FPS. И что здесь, а здесь ничего. Ха. Даже если с подсветом, здесь, в принципе, ничего, кроме воды. Но, разумеется, там была какая-то поильня для вот этого тигра. Ну что, 12:10 и дальнейшее продолжение поездки. Ну что же, привезли поесть на шведский стол. Круто. Ну что, совсем немного фудблогинга, ужасное освещение, и iPhone, я считаю, что прям конкретнейшим образом при нем не справляется. Ну что, очередная локация, и это все дело под дождем. Почему-то у меня не переключался с горизонталки на фронталку. Точнее, с горизонтального режима на вертикальный. В общем, началось все со 100 тысяч за $4. В итоге продали за $1, но с ролловой штукой. Хотя я не торговался, но ушел. И вот куда нас ведут. Ультраширик. Виды, конечно, на смартфоне выглядят просто нереально круто. Колорит прям нереально крутой. И начинаешь вспоминать эти фильмы про вьетконговцев. И понимаешь, что и правда здесь, если дожди были, это какое-то мракобесие. Такие места не побеждают. Немного архитектуры, и чтобы вы понимали, что вот этот весь хаос, когда я иду, и без стабилизатора, ну плюс-минус такой же и будет у всех, когда у вас есть всего там 20-30 минут на локацию, либо час на локацию, вы не будете выверять себе ничего. Ну, что, вот, допустим, на те же горки я забежал, сфотографировал, убежал. Все, просто больше времени нет. Народ основной просто забежал на одну гору и попил кофе. Вот и вся разница. Так что снимать вы будете плюс-минус так же. Вот такие вот рыбки в мини-бассейне импровизированном. Естественно, сколько десятков или сотен лет. Так, кратко, этому месту больше 1000 лет. И в, получается, X веке здесь аж 3 династии было. И это была столица Вьетнама.
а уже потом, в начале 11 века, перенесли ее в Ханой, город в реке. Вот так оно и бывает. Нас тоже столицы меняли много раз. И вот он, основной модуль. Здесь все симметрично. В принципе, выглядит эпично. Мне кажется, довольно сложно здесь попасть не в дождь. Надо какой-то сезон выбирать. Но в целом нас же интересует, как работает камера. Как я сегодня фотографии скинул с iPhone 15 Pro Max, мне написали то, что Realme C65. Написал, конечно, да. Так что считайте, что это C65 снимает. А внутри снимать нельзя. Ультраширик. Снова это а-ля бонус по катушке, какой-то маленький городок. Темпл. И еще немного красоты. Можно здесь, по сути, покататься, если есть время. Телевик. Ультраширик. Это вроде бы не Будда, но тоже какая-то религия. Много разных инсталляций здесь. И еще можно заползти на гору или зайти внутрь. О, притом в горе прямо в прямом смысле есть, получается, проход. И, скорее всего, его специально продалбывали. Ну что же, последняя локация, это, разумеется, покатушки на лодках. И говорят, с них часто падают. Я, кстати, не шучу. Телевичок. Вот так. И ультраширик. И технически, если посмотреть стоимость билетов, то, в принципе, отбивается поездка. Потому что только это уже 10 баксов. И 2 парка еще 10. Ну все, внутри осталось совсем чуть-чуть. Прыгнуть в бездну во время дождя. Ну вот телевик телевиком, но посмотрите, сколько шумов, кстати. Хотя опять же дождь. Может, это не шума, может, это дождь. X2, X1, телевик. И фронталочка. Вот так вот вам придется катать. Что-то, говорится, понеслась. А почему-то думаю, что их не вручную возят. А видите как? Получается, что везут так. Гребут, точнее. Я почему-то был уверен, что это моторы. Но моторов нет. Нас еще и девушка взяла. Hello. Каждый раз, когда будете думать, что у вас плохая работа, вспоминайте этот момент, когда человеку нужно кого-то катать во время дождя. Ну, в общем, наше дело проверить, как камера работает, правильно? Вот это работка, конечно. Это получается, вода уже попала на сенсор. И так в течение часа вас будут катать, как я понимаю. Меньше. Но мне сказали 1,5 часа. Конечно, очуметь, если 1,5 часа реально. Засечем, как говорится. И напоминаю, что отсюда же исходники по фоткам и по всему остальному тоже будут у меня на канале. В телеграм-канале. Так что подписывайтесь, общаемся там. Плюс еще, помимо телеги скидок, есть еще телега, в которой я рассказываю о вообще скидонах и других каких-то различных площадках, помимо Алишки Яма. Мой экспириенс. Некрасиво, но функционально все это. Говорят, из лодки часто выпадают. 4К 60 FPS, объективно, это, конечно, безумная работа. Катать кого-то так на лодках. Просто крутейшая. Ультраширик по катушке. Вот, получается. Вообще запотевает моментально от дождя. Под мостом.
Короче, все нас обгоняют. Нашу лодку. Ну ничего. Есть вообще ощущение лютое, что мы перевернемся, если честно. Что как-то ветер сильный, а лодку прокатывает. Прям вплотную к скалам подъехали. Подплыли. Так, кратко. Сейчас будем заплывать. Я просто не могу не снять, что выглядит все это дело эпично. А освещение, мне кажется, здесь такое аутентичное. Просто чтобы не потерялся. Ну и, соответственно, ощущение, когда над тобой скала, а ты плывешь. В Доминикане также плавал, но там было как-то полегче. Ох, здесь тепло. Очень тепло. Относительно улицы. Расширик. Расширик, видите, как освещение поменялось сразу. Напоминаю, что 4К 60 снимаю. Плюс постоянно смарт, разумеется, важно. Насчет фотографий, которые кому-то с яблока не нравятся, сегодня я с роувским форматом скину в мою личную историю. Смотрите обязательно, потому что лучше, чтобы вы увидели, как вы будете снимать. И фронталка 4К 60 FPS, вот так вот в пещере сможете себя снимать в 4К 60 FPS. Можно еще в 4К, вот сейчас 30 FPS. Снимать себя получше будет, но по мне те же тапки только профит, только светлее чуть-чуть. Ну, сейчас опять холодину. 4К 60 FPS, еще одна пещера впереди и телевик. Вот такая вот еще одна маленькая пещера. Причем мне в пещерах нравится тем, что есть тепло. Чем мне нравится, тем, что можно разбить голову, мне кажется. Особенно если вас так любят, разбить голову. И ультраширик. Запотел даже фронталка. Так, на телевик, мне кажется, получится поснимать птичек. Говорят, не всегда такое бывает здесь. Так что, можно сказать, сегодня наш день, когда мы можем посмотреть на телевике, как во время дождя птички летают. Во время дождя они не особо часто летают. Что, финал 4К 60 FPS, все безумно замерзли, но все доехали. Это самое важное. В общем, едем в морозильнике. Обогреватель не включили. Народ пытается возмущаться, но все равно морозильник включен. Скажем так. Вот они минусы Азии. Никто морально не готов к теплу. Точнее, делать тепло. Ну что, хотелось бы закончить тем, что все закончилось хорошо. Меня отвезли, но замерзли мы как не знаю что. Весь автобус. Не забудьте подписаться на канал с колоколом, написать в комментах, продолжать ли подобное, потому что это не обзор одним кадром, но все равно по мне интересно. И девайсу от меня ни да, ни нет. Почему? Потому что все-таки многим и не нужно такое качество съемки у смартфона. Плюс многим нравятся смартфоны по съемке от Samsung. Ну и так все в курсе. У всех свои предпочтения. Тем более стоимость у яблок вообще не дешевая. И повторяюсь, если из яблок выбирать, на что снимать, лучше на 15 Pro, потому что телевик X5 бесполезная штуковина.
Всем огромное спасибо за просмотр. Девайс сюда. Добра и удачи вам, дорогие друзья.